Помидоры в теплице. Какие работы я сейчас провожу в теплице? Во-первых, удаляю пасынки. Пасынки мы удаляем на протяжении всего лета, это все понятно. Затем, смотрите, у меня уже помидоры добрались до потолка теплицы. И касаясь потолка, они начинают обгорать. Поэтому, как я вам и говорила, я при подвязывании помидоров говорила, что помидоры буду опускать. И поэтому у меня все завязки сделаны вот такой свободной петлей, чтобы я в любое время могла развязать эту петлю и опустить помидор. Особенно сейчас нужно обратить внимание на помидоры черри. Они очень высокорослые, и они достигают уже крыши теплицы. И верхушка начинает припекаться солнцем. Смотрите, какие кисти уже налились. Вот такие кисти уже есть у нас. Я опускаю. Вот можете видеть, смотрите, на какую высоту у меня черри уже опущены. Вот, смотрите, уже хороших, наверное, даже полметра. Вот так вот опускаю черри. И таким образом я увеличиваю урожай, я увеличиваю сроки созревания помидоров и увеличиваю количество урожая. Обязательно сейчас мы обрезаем все листья, которые касаются земли. Земля не должна контактировать с растением. Все грибковые заболевания, фитофтора, это все у нас в земле, когда тут хорошо полита земля, все это будет здесь. Но минимизировать контакт самого растения с влажной землей сокращает нам заболевания, которые поднимутся на помидор. Поэтому все листочки, которые касаются земли, все это сейчас я убираю. Ну и, конечно же, убираем пасынки. Стараемся вовремя их убрать, пока они маленькие. Когда такое количество помидоров, уследить за всеми пасынками, конечно, это очень трудно. Поэтому по мере возможности вот так прохожу, где увидела, сразу убираю. Здесь еще у меня терпит, но некоторые кусты помидоров, которые вот ближе к скату, крыша теплицы полукруглая, и поэтому вот тут уже крыша начинается, видите, верх теплицы. И вот этот ряд, который самый крайний к стеночке, его уже нужно опускать. Опускать, потому что помидор растет очень быстро. И так как я приезжаю на дачу раз в несколько дней, и когда я приезжаю, все, уже срочно надо все подвязывать. Поэтому по мере необходимости, по мере возможности, вот так я прохожу, увидела, что этот помидор уже к моему следующему приезду будет касаться крыши, и я его немножечко опускаю, приспускаю. Листья, которые находятся внизу помидора до первой кисти, я в некоторых случаях удаляю полностью, а в некоторых случаях только половину. Вот, например, помидор до первой кисти, все листья удалены, некоторые вот так до половины удалены.
А уже выше, там, где помидор растет и развивается, никаких листьев я не удаляю. Кверху все листья есть. Иногда я могу убрать половину листа, иногда только для того, чтобы хорошо проветривался куст. Там, где сильно много листьев, загущенность вот такая вот, там я могу убрать, но только половинку листа. Ни в коем случае целый лист не вырываю. Ну, вот такие вот основные работы в теплице сейчас я провожу. И вот так вот, смотрите, у меня идет посадку этих помидоров. Вы можете посмотреть, у меня есть видео. И первым делом, когда я захожу в теплицу, я максимально прорезаю все листья, которые вот у меня в проходе. Это делается не для того, чтобы мне было хорошо, удобно ходить. Это делается для хорошего проветривания всей теплицы. Теплица у меня открыта все лето с одной стороны и с другой стороны. Все лето у меня здесь открыты обе двери. Не закрываются ни ночью, ни днем. Поэтому, чтобы хорошо заходил воздух с одной двери в другую, я вот здесь прорезаю хорошо все листья. Несмотря на то, где он расположен. Но листья удаляю не полностью, а половинку. Вот весь проход я освобождаю вот таким образом. Делаю это, естественно, секаторами. Если я рву руками листья, могу показать только это на видео, чтобы это быстро сделать. Но лучше это делать секатором, тогда это будет менее травматично для помидора. Вот так обильно сейчас цветут черри. Тоже у черри максимально освобождаю пространство для того, чтобы хорошо проветривалось. Но ни в коем случае никогда не удаляю полностью все листья. Вот. Нужно уже опускать. Вот в таком случае я опускаю это растение. Чуть-чуть спускаю вниз.